Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Также залетный зритель, приветствую вас на канале Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Это музыка, влоги. На влоговом канале также присутствует дача. Вот я отвечаю сразу вам на комментарии. Многие писали про дачу, спрашивали. Все ссылки найдете в описании. Добро пожаловать, буду очень рад. Вам не трудно, мне приятно. Также QR-код, который видите вы сейчас, это мой музыкальный канал. Музыкальный, это телеграм-канал. Все, жара 38, 40, уже 40, охренеть. В тени 40, в тени. Присоединяйтесь к телеграм-каналу. Можете поделиться своими ссылками, роликами, где-то вы стали свидетелем. Да просто пообщаться с народом. Очень адекватные люди. Добро пожаловать. Обсуждаются различные темы, не только политические. Я бы сказал, даже различные. Больше, чем политических. Так что присоединяйтесь. Ну и что, теперь опять такая темка пойдет. Русские, российские, немцы. Ну, я больше скажу, наверное, российские немцы, так как в тех годах, это 1800-е года, ехали все-таки в Россию немцы, правильно? Правильно. И возвращались они уже кто-то с Казахстана, с Киргизии, с бывших республик СНГ, но все же это российские немцы, и разницы не было, откуда они возвращались, так как предки приехали в Россию. Я нашел пару роликов в соцсетях. Гости не могут спокойно оставить, они не могут оставить эту тему, российские немцы. Почему? А я вам объясню почему. Потому что, прибыв сюда, они не ожидали столько русскоязычного населения здесь. Для них это был нонсенс. Как это так? Как это так? Почему они, а не мы? Ну, типа, они так рассуждают, да? Откуда вы тут? Так как истории они не знают. Они даже своей истории не знают. Сейчас я вам поставлю высказывание одного паренька. Кстати, заметьте, я никого не оскорбляю на моем канале. И вы, пожалуйста, пишите комментарии, старайтесь не оскорблять. Но меня это ладно, душу, я вас забаню и выкину, да, я к этому отношусь, знаете, вот так параллельно. Оппонентов своих, собеседников, кому вы отвечаете на комментарии. Вот давайте послушаем, что он говорит. Тут в Германии говорят, мы русские немцы. Ну какие же вы русские немцы, ребята? Вы обычные немцы. Просто ауслендеры. А если вы так гордитесь своим этническим происхождением, так и говорите, что вы русские. Просто с немецким паспортом. А не вот это все. Русские немцы, русские немцы. Фу, блядь. Еще один ролик. Ребятки, когда у человека нечем гордиться, он начинает гордиться своей этнической принадлежностью. Слышали, как он с каким пафосом все это говорит, да? Я не знаю, они такие вот ролики снимают, они, наверное, хотят как-то поднакакать, да, этими роликами, зацепить, вот так вот, ковырнуть. Но дело в том, у них это не получается, да и не получится. По крайней мере, меня, да, так как я знаю за себя. Вот он говорит гордиться, да, гордиться этнической принадлежностью. Да, я горжусь. Я думаю, многие гордятся своей этнической принадлежностью. И надо гордиться. Я вот родился в Казахстане. И я горжусь этим. Понимаете? Я горжусь. Да, я немец. И я этим тоже горжусь. Я помню историю. У нас есть Фамилиенбух, в которой занесено все, что можно. Да, там, не знаю, с 1785 или 1775 года занесено, кто женился, кто крестился, когда поехали первые семьи в Россию. Все описано. И я знаю эту историю. Я иногда перечитываю, интересно посмотреть даты, фамилии какие, кто с кем женился, да. В общем, там все это было занесено, и я этим горжусь. А вот он помнит свою историю. Ага, помнит. И вот те, кто не помнит свою историю свою забывает, переписывает историю, тем более переписывает специально, так как им не нравится их история. Вот у тех людей нету будущего, ребят. Так что
я горжусь. А вот вы гордитесь своей этнической принадлежностью? Разницы нет, какой вы нации. Главное, чтобы был хороший человек. Вот, ребятки. Ну, теперь я вам поставлю еще один ролик. Очень интересный. Сейчас 27-го года начнут гражданство давать украинцам, кто уже 5 лет прожил, 24-й параграф будет засчитываться. И начнется поколение украинских немцев. Сначала были русские немцы, потом украинские немцы. Интересно, немецкие немцы останутся или нет со временем? Ну вот мне тоже интересно. Мне интересно то, откуда она черпает такую информацию. Я не зря до этого сказал вам про то, что немцы ехали в Россию. Там уже разницы нету, переезжали. Кто остался, были выселены, да, или переезжали, даже на Украину переезжали, да. Но это было все российские немцы. Даже с Украины приехавшие немцы, они не могут быть украинскими немцами. Это российские немцы. Так как они ехали в Россию, ихние предки ехали в Россию. Но этого они понять не могут. А по 24 параграфу, ну, конечно, мечтать не вредно, да. Я знаю, многие мечтают не только о параграфе каком-то другом, а вообще то, что кто-то миллион хочет, да, мечтает выиграть, кто-то 20 хочет выиграть. Ну, вы же знаете, мечтам не дано сбываться всем. Да, какая-то часть такая, но чтобы она сбылась, эта мечта, надо над этим работать. Не валяться на диване, ковыряться в носу и мечтать, вот я получу сейчас 7-й параграф, я получу что-то еще. Вот как тут плюнул, так бы я плюнул бы тоже сейчас. Вот этот монитор, нахрен. О чем они мечтают? Ну, в общем, украинские немцы, вот. Думаю, я хорошо по полочкам разложил, так как не может быть украинских немцев. Даже если они приехали с Украины, так как они ехали в Россию. Предки не эти, а те. А откуда они возвращаются, тут разницы нету. Ну, мечтать не вредно. Покажу я еще вам одного человечка сейчас. Он обращается, ну, скажем, к российским немцам, наверное, обращается. Хотя себя, как я могу считать себя российским немцем, если я в России никогда не жил, да, например. Русским немцам, ну, тоже бред, да, в принципе, так разобраться. Я уже говорил, мы когда приехали, фитрибный аусвайс и нормальный аусвайс, там, нормальный аусвайс уже сразу через месяц, два, полтора получил я уже. Не было никаких там параграфов, B1, B20, B30, какие-то экзамены там сдавать. Нет, такого ничего не было. Ну, потому что не украинские немцы ехали, вот это вся разница. Давайте послушаем, что он нам рассказывает. Я промолчу, так как если я начну говорить, тогда я буду уже оскорблять. Слушайте. Русские немцы начали что-то пиздить на украинцев, что мы тут сидим нахуй, и получаем бабки. Ну правильно, мы сидим, получаем деньги. А вам надо работать больше. Потому что топливо подорожало, продукты подорожали. Вам нужно ебать сначала на одной работе до 2 часов. Потом вы должны, короче, вы должны идти на подработку. Обязательно подработка вам по-любому нужна. И дальше на ночную смену вам пора идти собирать на ИДЭКе, либо там на это, где вы там работаете. Вы должны собирать товар. Так, зачем это все? Это за тем, чтобы я жил хорошо здесь. И все украинцы, которые тут живут. За ваш счет, чтобы мы жили охуенно. Так что вам надо подзадуматься. Лучше вам не надо пиздеть, не тратьте свое время, а идите, блядь, на подработку. Или идите на еще одну работу. Чтобы... Вы что, после таких высказываний, значит, гости удивляются, почему такое отношение, почему такие ролики снимаются? Ну вот, поэтому и снимаются, чтобы народ видел гостей. Ихнее высказывание о народе, о государстве, о налогоплательщиках страны, которая их приютила, дала потолок над головой, да? Денежку дала на проживание и т.д. и т.п. Вот для этого такие ролики и снимаются, чтобы показать таких людей. Напишите, как вам такие высказывания? Я почитаю очень охотно. Боитесь писать тут? Ну вот, клин-клин, телеграм-канальчик. Заходите, адекватным людям добро пожаловать. Но дело в том, я вам показал сейчас так относительно молодых людей. Сейчас я покажу вам. 2 ролика будет уже зрелые тетки такие, да, зрелые тетки, я не знаю, но те тоже не могут успокоиться никак. Давайте я включу одну, это я уже
упоминал ее несколько раз, новостной канал, на газетку с вырезки 3-недельной давности и поехала, почитала, все. Вот вам новости. Я часто это говорю вам, так как новостной канал это большая работа, а не то, что она тут рассказывает. Давайте, я только начало включу немножко. Тут комментарий какой-то, смотрим. Русские немцы в Германии. Прилетел комментарий. Не русские немцы, а немцы, говорящие по-русски. Так же, как вы, украинцы, говорящие на русском. Опаля, а вот это мне очень интересно. Может, это вообще русские украинцы? В принципе, то есть они называют нас русскими немцами. Предки наши ехали в Россию, я уже это объяснял, не буду повторять. Мы возвращались, мы говорим по-русски, мы страны СНГ. Они сейчас приехали, временные гости, временно в Европу. Они говорят на русском. Они приехали со стран СНГ. Но они себя считают украинцами. Но, значит, они русские украинцы или российские украинцы? Нет, русские, наверное, украинцы все-таки, да? Ну-ка напишите мне в комментариях, может быть такое, что это русские украинцы вообще-то? Так как окраина раньше была, это окраина России, да, была? Вот напишите историю. Я в истории не очень сильно, да? Ну, я знаю, конечно, кое-что такое, да, но я так не углублялся. А вот вы напишите, мне будет очень интересно, кстати, почитать про русских украинцев и про окраину. Кто туда выселял, кого туда выселяли, да, на окраину. Окраина это как пограничный пост, да, или как-то так это, в принципе, если я вот сейчас мне память не изменяет, я кое-что читал. Так вот эта старушка, она тоже туда, да, все это бля-бля-бля-бля-бля. И у нее почти кажется, ролик с этого начинается. Вот, это вот новостная, которая тетка. Но я нашел еще один ролик. Заключительный, ребят. Да, ролик будет длинный у нас, ролик. Но вот это послушать стоит. Тут вообще бабка. Понимаете, бабка. И она туда же, лишь бы хейт поймать. Смотрим. Їм червону рибу за рахунок податків руських німців. Роблю собі каву за рахунок податків руських німців. Їм фісташки за рахунок податків руських німців. Їм шоколад за рахунок податків руських німців. Купила планшет за податки руських німців. Дихаю німецьким повітрям за податки руських німців. Вот для чего она провоцирует, просто вот снимает провокационные такие ролики. Зачем? Объясните мне. И потом они говорят, почему такое отношение? Вот такое отношение из-за таких роликов, как они снимают. Она провоцирует налогоплательщиков той страны, в которой, ну, она проживает, походу, в Германии, временно. Интересно, что с ней станет, когда параграф закончится? А? Пенсии-то не будет. Чтобы пенсию в Германии получить, надо отработать в Германии. Да, ребятки, я знаю, хотя бы там 5-7 лет, и тебе начислят около 50 евро, это максимум, да? Это 5-7 лет работы. Она куда пойдет работать? Задницы начищать, как в Италии ее сограждане делают, пол Италии бегают, она уже не успеет, а никто не возьмет ее по возрасту. Домой поедет, скорее всего. Но я посмотрю, как она будет потом снимать дальше свои ролики. На чьи деньги она будет кушать, потом говорить, когда будет, если будет что-то кушать вообще нахрен, да? А вы напишите мне. Вот. Правильно ли я делаю такие ролики, снимаю, вот их ищу, высказывания и показываю вам. Или неправильно, так как многие пишут, вот, ты снимаешь эти ролики, очерняешь. Я никого не очерняю. Я показываю именно тех, кто это высказывает, о налогоплательщиках, о стране, где они временно проживают. Вот, ребятки. На этом я закончу. Вы обязательно напишите свое мнение о всех этих героях этого ролика. Мне будет интересно почитать. Вот. Пишем адекватно и конструктивно, чтобы YouTube не забанил ваши комментарии. Также не забываем подписаться на этот каналчик. Какое-нибудь движение, лайк, комментарий, точечку, еще что-нибудь поставить. Пальчик вверх, пальчик вниз. Если вам писать лень комментарии. Ну, лучше, конечно, написать. Да? Тут разницы нет. Вы точку поставили или полкилометра предложения напишите. Для YouTube разницы нету. Да? Уже алгоритмы сработали. Но лучше бы написать, так как я хочу почитать. Правда, я хочу почитать ваше, именно ваше вот мнение о таких персонажах этого ролика. Всем добра, удачи!